Рак, 2024 год. Таро-прогноз, гороскоп. И я приветствую всех представителей знака зодиака Рак на канале Таро Инспирационе. Давайте узнаем, что для вас будет означать 2024 год. И мы посмотрим именно на события в вашей жизни. То, что касается лично вас, ваша личность как таковая. Плюс отношения с родственниками, с друзьями. Про любовь посмотрим, что нам подскажут карты личной жизни, ваши достижения, сфера карьеры, работы, творчества или мир собственности, какова материальная составляющая сейчас или на начало года и как это будет развиваться в динамике. Посмотрим неожиданные перспективы и даже посмотрим, насколько, если перед вами стоят такие задачи, когда я не просто хочу сделать карьеру, а я сам хочу или сама хочу быть где-то у руля, достигнуть какой-то вершины в карьере, когда сопряжено это со словом власть. Вот на власть мы тоже посмотрим. Что для вас будет значить год? Так вот в целом, может быть, ваше настроение или общий фон каких-то событий, что будет для вас значить год дракона или 2024 год? Ну, дальше можно уже и не смотреть. Вам выпадает старший аркан сила. Тут действительно у вас сильная позиция. Надо сказать, помимо таро-прогнозов, мои дорогие представители знака зодиака Рак, у вас, правда, наступает то время, когда нужно сделать что-то для себя по максимуму. Планетарно, без карт Таро. То есть такой момент, когда выруливаем на обгон. Конечно, по этой карте и энергетика, как у мага, придется манипулировать. Может быть, это будет сопряжено с тем, что мы себя, с одной стороны, не должны поставить на второе место с чем-то, как будто не должны согласиться себя или свои желания, намерения, амбиции отодвинуть, оставить на потом. Нам даются вот такие уникальные силы, возможности и в целом этот год для того, чтобы какая-то самореализация была осуществлена. Вот для вас это, видимо, важно знать, и в целом для вас вот такой успешный год. Хорошо, я уже других карт даже не достаю, потому что старший аркан как будто говорит, что для вас нет ничего невозможного. Тут без пояснений. Все понятно. Тогда переходим к следующему нашему вопросу. Или сфера жизни, мир собственности. Что материальное благо? Что на начало года, скажем, да, чтобы посмотреть в динамике. Что для вас 2024 год? Вот так. Сразу карта Солнца. Нечего добавить. Это карта удачи, это карта осуществления наших намерений, но от наших действий будет зависеть наше качество жизни. Может быть, эта карта, как любой старший аркан, нам еще и говорит, что будут в обстановке вокруг вас какие-то изменения. У вас вообще два старших аркана, одни из лучших. Значит, какова бы ни была, мои дорогие представители знака зодиака Рак, для вас или вокруг вас сложившаяся обстановка, пусть она даже где-то будет патовая, пусть для кого-то из вашего окружения она будет сложная, тяжелая, темная, непонятная, но вот с какими-то такими минусами, но для вас это время новых возможностей, причем больших возможностей. Поэтому где-то не нужно зависать, может быть, эмоционально, а вы люди сострадательные, я это знаю. Вы всегда чувствуете человека, а вот здесь немножко надо быть, может быть, к миру пожестче, а подобрее к самому себе. Потому что не всегда бывает, когда у нас из года в год складывается какая-то удачная ситуация или даются такие возможности. Значит, пользоваться годом, пользоваться моментом или теми, может быть, событиями, которые приходят на порог, предложениями, какой-то информацией, как будто некогда расслабляться, ведь по карте Солнца выбор правильного направления, и нам, видимо, до конца года вам необходимо выбрать это правильное направление не просто на 24 год, а на последующие годы,
заложить уверенную платформу своего успеха, или выбрать нужный фарватер, по которому я буду двигаться, развиваться, или поставить себе что-то как в план минимум, план максимум на последующий период и обязательно это осуществить. Но карта нам сама говорит о стабильности. Да, по карте Солнца нам удается практически все. Я понимаю, что год – это большой период. И прямо уже вот такого безоблачного неба не бывает, правда? И говоря иносказательно, все равно какая-то ложка дегтя всегда находится, правда? Но все же больше позитива, больше возможностей, чем каких-то минусов для вашего знака. И это само по себе хорошо. Хорошо, давайте мы все-таки, тем не менее, как будет развиваться, узнаем, да? Или если мы говорим материальные блага, какими мы будем владеть материальными благами? Хотя по карте Солнца уже все сказали. Ну вот если, видимо, мои дорогие, правда, мне надо заканчивать этот таро-расклад, таро-прогноз, потому что еще один старший аркан, и нам выпадает карта мага, и мне нечего добавить. Карта сила, те же энергии, как у мага. Нет ничего невозможного. Вот поставили по солнцу какой-то перед собой план или намерение, продумали до мелочей. Если начали что-то осуществлять, чего бы это ни касалось, у вас 3 старших аркана, это вообще о всей вашей жизни, а в целом о любом направлении, какое вы себе запланируете на 24 год. И тут достаточно что-то как будто просчитать. Или, держа руку на пульсе, вовремя корректировать эти самые планы, если как-то меняется обстановка. Но если она даже, повторюсь, она будет меняться в патовую, ваша задача увидеть возможности. Потому что для мага любой кризис – это возможности. Для мага, пока все где-то в замешательстве, маг быстро просчитывает и какую-то свою линию, стратегию, тактику быстро разрабатывает, и он видит позитивный момент для себя лично. Вот для вас что-то подобное будет представлять из себя 24-й год, год дракона. Нечего добавить. Хорошо, давайте мы с вами посмотрим. Сфера вашего общения, близкого общения. Может быть, это друзья, соседи, ваши родственники, далекие родственники. Ваш круг общения, назовем это так. Как будет в 2024 году складываться вот эта сфера вашей жизни? Мы живем среди людей, и нам приходится многие вещи учитывать. Давайте достанем карту. От кого-то вы откажетесь. Смотрите, еще один старший аркан. Конечно, я надеюсь, 13-й старший аркан смерти, все понимают правильно, это аркан трансформации в первую очередь. И, безусловно, он говорит нам о том, что люди будут уходить, мы смотрим на общение из вашей жизни. Это не обязательно нам говорит о чем-то терминальном, но хотя у кого-то, ну, кто знает, может так тоже проиграться в каком-то вашем окружении, или мы говорим далекие родственники. Иногда это для кого-то будет означать вопросы наследства, правда, вот такое может быть. Но мы не предвосхищаем, мы говорим о том, что как это будет сказываться на вас. Так вот, вы, скорее всего, будете желать изменить свое общение. Может быть, те люди, которые были прежде для вас знакомыми, может быть, это был большой круг, вы придете к выводу, что а я не хочу, я не могу, допустим, общаться с человеком, потому что перестал ему доверять, или мне уже я как будто вырос из этих отношений или выросла, и мне хочется чего-то другого. Многие из вас, может быть, переедут в другую местность, и от этого тоже будет зависеть ваш круг общения. Кто-то построит карьеру и поднимется на другой уровень по карьерной лестнице. Будет больше власти в ваших руках, и это неизбежно наложит отпечаток на тот близкий круг друзей, знакомых, когда тоже какая-то парадигма у вас меняется, не будет как прежде. Даже если все хорошо, стабильно и прекрасно, вы сами уже меняетесь, и поэтому каких-то прежних связей, но если они останутся, родственников мы, понятно, не отменим, да, соседей, если переехали, можно пересмотреть, с друзьями тоже тут, наверное, так 50/50 у каждого по-своему, но в целом это, словно, знаете, новая ступень вашей жизни, и она повлечет, повторяюсь, смену окружения. Давайте посмотрим, и к чему все это. Новые люди. Знаете, захочется буквально, это карта шута. И еще один старший аркан.
И если бы другие колоды, мы говорили, шут это новые начинания, там, да, да, где-то отчасти нам об этом говорят, потому что у вас, вы сами меняетесь, как я только что сказала. Но в этой колоде Золотого Таро эта карта напрямую говорит про дурака. Э, Прописано так, что идет женщина, громко стучит в бубен и поет песни, привлекая к себе внимание. То есть какое-то дурацкое поведение. И рядом 13-й аркан. У кого-то напрямую захочется избавиться от деструктивных взаимоотношений, которые, ну, кроме досады, ничего не добавляют. Может быть, вы откажетесь от тех людей, которые вас ставят в глупое положение, в дурацкую ситуацию, или от тех людей, которые вас подвели. Вам захочется раз и навсегда подвести, словно и знаменатель, черту и дистанцироваться навсегда. Хорошо, давайте еще одну карту. Вот интересно, трансформация даже в виде отношений. И здесь у нас рыцарь кубков. Захочется больше позитива, больше приятного общения. Знаете, вы не будете склонны к той дружбе, которая на века. Вы будете отдавать предпочтение тем людям, может быть, с теми, с кем у вас больше душевности возникает, которые люди на вас воздействуют, ну, отчасти добавляя вдохновение, добавляя веры в себя, которые на вас позитивно как-то влияют. И лучше на сегодняшний день надеяться на самого себя, но общение как будто строить из какого-то позитивного настроя. Вот где-то, видимо, по карте 13-го аркана и нулевого, посмотрите, нам говорят, что правда, как и ваша сильная позиция, так и вам не захочется с кем-то откровенничать, да, или заводить близкие, может быть, новые дружеские отношения. Вот так вот, ни к чему, которое не обязывает, которое, повторюсь, просто создает приятный эмоциональный фон, после которого, ну, может быть, хочется жить, или больше веры в собственные силы добавляется, или просто какой-то круг интересов, который сложится, но вы будете воспринимать именно не как искренность, а как какую-то, ну, больше интерес, да, или заинтересованность. Может быть, и в вас, но и вы относитесь к людям точно так же. Хорошо, как будто, если у нас строится сейчас на основе интересов, строятся, точнее, отношения, я готов к этому или готова. Мне лучше быть к чему-то готовому заранее, нежели кому-то довериться и потом очень разочароваться. Вот даже отношения ваши, как в социуме, так и к людям. Хотя я могу сказать, что с вами-то дружить захочется многим. Но вы, скорее всего, будете склонны к себе близко не подпускать. Ну, как, по крайней мере, об этом нам говорят карты. Кто-то из вас не захочет повторить грустный опыт. Вот, видимо, так. А у кого-то, ну, какие-то события тоже происходят, когда я, может быть, не могу встретить настоящих друзей, тех, которые, ну, где-то как составляющие меня самого, или которые меня могут понять. Вот и такое есть. Давайте мы посмотрим сферы вашей личной жизни, и мы посмотрим личные отношения, любовь. 24 год. Не могу сказать, что это карта про любовь, мои дорогие, правда. А девятка мечей нам о чем? Это карта сомнений. Вот где-то мы об этом только что говорили, это в отношении так в целом. Друзей, знакомых, родственников, соседей, может быть. Есть какая-то разочаровывающая ситуация, когда ну, мы не можем отпустить какое-то прошлое. Или по прежним отношениям начинаем что-то глубокомысленно обдумывать, или, может быть, сами по себе эмоции. Ситуация какая-то закончилась, а осадок остался. И наша задача будет, чтобы построить, кстати, новую личную жизнь, для кого это, ну, актуально. Самое главное, не перетягивать из прошлого какой-то паттерн взаимоотношений. Не устраивать глубокую философию, не искать где-то и черную кошку в темной комнате, и мы ее там не дойдем. Это карта сомнений, называют еще карта ночного кошмара. Это то, чего, по сути дела, нет. Наша задача просто открыть глаза. Поэтому у вас тем более сильная позиция. Знаете, что я должна сказать? Когда выпадает одна даже карта, либо сила, либо маг, у вас их две, обе. Вообще редкий случай с картой Солнца.
Нельзя в себе сомневаться. Вы как маги и волшебники. Ваша мысль будет очень материальна. И если вы допустите где-то в мыслях ментальный вот такой мрак, вы его себе наколдуете, мои дорогие, в реальной жизни. Будьте очень внимательны к своим мыслям. Будьте внимательны действительно к позитивному настрою. Больше встречайте какого-то эмоционального, в хорошем смысле, всплеска или каких-то приятных сообщений, эмоций. Идите в сторону позитива или того, что вас вдохновляет. Любым способом уходите вот от такой пространственности или глубины философии, которая мы можем окунуться, и где-то там она, как бездонный колодец, затянет нас, и мы будем потом выкарабкиваться в одиночку. Правда, какую-то историю надо завершить и больше даже не заглядывать, если для кого-то из вас, правда, актуально какое-то разочарование. Давайте мы еще раз, это ж не для всех, вот про любовь. Но, тем не менее, у кого-то захочется выйти, может быть, и из отношений, может быть, какая-то, если вы находитесь в сложных отношениях, то у вас тогда может быть усталость. Усталость от недопонимания, усталость от того, что много времени или сил было положено, может быть, на примирение для кого-то, может быть, знаете, как игра в одни ворота, вы можете подумать, что я пытался установить или пыталась доверительные отношения, найти вот это самое утраченное взаимопонимание, в итоге у меня ничего не получается, и поэтому я ухожу. Восьмерка кубков, здесь тут действительно мы уходим. Для кого-то из вас все же эта карта говорит еще и о том, что есть сложная ситуация, мы ищем выход, и по этой карте мы его находим. Поэтому для кого-то даже сложные отношения это не значит, что уже как приговор. Вы все же можете их изменить, если, опять же, это вам ценно, это вам нужно, если вы этого захотите. Давайте мы в целом посмотрим. Личная жизнь для вас. Король жезлов, харизматичный лидер. Вы сами харизматичный лидер. Может быть, вы и ваш партнер таков, который где-то на своей волне. Может быть, вам говорят поставить себя на первое место. По этой карте нас больше могут привлекать, знаете, те отношения, которые, ну, где-то более легки, нежели мы говорим о какой-то продолжительности. Может быть, по этой карте нам еще и говорят о том же все-таки лидер, что очень много будет каких-то других иных вопросов, и вы будете уделять много внимания решению дела, работы, бизнес, карьера, финансы, может быть, да, потому что серьезные карты выпадают. Надо сказать, что, тем не менее, вот так вот, если совсем откровенно, очень сильная позиция, да, нам сказали, и карта силы, и карта мага. Но вообще-то ведь, мои дорогие представители знака зодиака Рак, ни одна из этих карт не говорит о любви. Повторюсь, почему? Манипуляторы, потому что как по карте сила, так и по карте мага. Да, возможности, они неограниченные. Но сказать, что кому-то мы прикипаем душой, словно, знаете, ну, привязанность какая-то у нас возникает. Нет. Потому что там, где привязанность, это уже какая-то обязанность. А ваши энергии, они в каком-то противоположном направлении. Может быть, с одной стороны, это и хорошо, если меньше, прямо скажу, каких-то заморочек по отношениям, по любви, а больше легкости. Тогда эти отношения будут вдохновлять. И это может касаться как новое знакомство. Это может касаться переоценки ваших прежних каких-то отношений по-разному. Для людей в паре, наверное, если у вас все хорошо, с учетом вот таких прекрасных карт, тут будете и вы все равно командовать парадом в зависимости от тех сфер, в которых у вас создадутся какие-то вопросы, может быть, да, но это те сферы, которые не для вас лично, а может быть для вашей пары в целом. Давайте я достану карту, потому что, ну, тут нам ни о чем не рассказали, по-честному-то, если говорить. Для тех, кто в паре, у кого сейчас все, в принципе, хорошо. Ну вот где-то по справедливости так оно и есть. Это причинно-следственная связь, и нам говорят, как аукнется, так и откликнется. Ну, эту карту можно перевести, конечно, и в обратный смысл. Опять же, если у кого-то с вашей стороны
было много приложено усилий, а не нашли взаимопонимания. У кого-то это может означать окончательный разрыв, когда де-факто отношений нет, тогда будет желание оформить де-юре и поставить в чем-то точку. Правда, и еще один старший аркан. Вот эту справедливость будете устанавливать вы сами. Здесь все от вашего желания, опять же, зависит. Давайте мы посмотрим. Для тех, кто в сложных отношениях. Хотя нам тоже это сказали. И знаете, здесь можно в сложных отношениях как изменить что-то в сторону с плюсом. Причем от вас это будет зависеть. Это 20-й старший аркан, страшный суд. И вообще это карта возрождения. И если мы говорим про сложные отношения, как будто возродить их есть возможность. Это правда. Это карта возрождения, это карта избавления от боли, избавления от страданий. Наверное, будет каждый как-то решать по-своему. У нас выпадает старший аркан справедливость и старший суд, страшный суд. Значит, где-то у кого-то те отношения, которые достойны к продолжению, они, безусловно, продолжатся. Ну, а те из вас, отношения, может быть, остались только на бумаге, а душевности ее нет, что-то утрачено навсегда. Вы тоже будете делать итог какой-то подводить. Давайте мы посмотрим для тех, кто один или одна, возможность нового знакомства. Так вот не скажешь, это туз мечей. Я называю эту карту «Выход из лабиринта». Конечно, с учетом вы как великий манипулятор, и если вы поставите перед собой задачу осуществить новое знакомство, оно у вас будет. Сказать, что оно вам принесет любовь, не могу. Вот все то, что я где-то говорила больше про, может быть, те отношения, которые без обязательств, но которые нас вдохновляют, которые нам нравятся. Хотя кто-то может и задуматься о том, что, а может быть, рассмотреть человека более серьезно. И тогда, видимо, по вот выходу из лабиринта, может быть, какие-то еще вопросы будут сопутствовать, когда не просто отношения придется рассматривать, а какую-то еще составляющую, которая сопутствует этим отношениям. Но, опять же, решения будут приниматься именно вами, как вы захотите. В ту сторону вы и повернете корабль своей личной жизни. Давайте мы посмотрим. Работа, творчество. Что для вас? 24-й год. Праздник, мои дорогие, после победы. И здесь все что угодно. Понятно, что победа будет. 4 жезла. Это, знаете, как надежность, уверенность, якорь. И плюс, еще и праздник. Нет ничего для вас невозможного. Нам еще раз, как раз карта об этом говорит. И чем бы вы тут ни занимались, вы можете сменить сферу деятельности. Вы можете даже, знаете, как организовать типа свой бизнес или какое-то свое ремесло, изменить составляющие, когда не я хожу, допустим, да, на работу, и мной кто-то руководит, а теперь я сам управляю своей жизнью или сама, и осуществляю какие-то свои планы, и сама где-то планирую, или сам, опять же, планирую материальный свой доход. Чего бы тут ни касалось, есть победа, есть и творчество, есть и работа, есть и прогресс, и есть праздник, и у нас все под контролем. Посмотрите вообще на 24 год, насколько положительные карты. Но по 4 жезлов это будет зависеть, опять же, от наших приложенных усилий. Ничего не будет просто само. Да, в обстановке вокруг вас она будет на вас влиять, но словно, может быть, какие-то события подталкивать к какому-то важному решению или сделать какой-то выбор, или где-то показывать направление. Вы люди интуитивные, поэтому хоть нам и не сказали конкретно об интуиции, нет ни одной карты, но где-то, как и карта сила, как и карта мага, про интуицию в том числе. Вы как будто будете знать, видеть, что стоит делать или чем заниматься, а в каком направлении нечего даже двигаться. Давайте мы достанем карту карьера, амбиции. Вы получите результат. Да, я бы даже сказала построение карьеры или создание для себя, знаете, той позиции, когда вы руководитель, 21-й старший аркан, карта итога, когда нет ничего невозможного. И в этой колоде карт нам показана дева, которая плащом укрывает людей. Так вот, если вы будете при власти, конкретно, мои дорогие представители знака зодиака Рак, то вы не просто руководите собой, когда у вас все как-то будет слаженно, надежно просчитано, но вы еще словно и людьми
можете руководить. И ваша позиция, она будет где-то как и безупречно, с одной стороны. С другой стороны, это вам будет давать какую-то определенную защиту, надежность. Вы будете словно в безопасности, если вы как будто не зависите от чужого мнения, и я не побоюсь это сказать, от чужих команд. Для вас уже не первая карта, которая нам говорит об этом. Значит, итог. И власти вы добьетесь, и денег вы добьетесь. Добьетесь, если нужно, карьеры. Вот те ваши честолюбивые амбиции, карта нам на все вопросы сразу ответила. Да, с полным плюсом каким-то. Плюс к этому еще добавляется ваше состояние души, когда вы остаетесь довольны собственной жизнью, что может быть лучше. Не быть на вторых ролях. Использовать, наверное, это время, но от начала до конца. Быть где-то, пусть это говорят, продуманным, да, ну, говорят больше с каким-то подсмыслом, не самым лучшим, но именно эта продуманность, она творит чудеса для вас в 2024 году. Нечего добавить. Что важно знать? Давайте достанем такую карту для вас. Вы будете постоянно где-то на каком-то выборе. Может быть, где-то и придется манипулировать, маневрировать или сидеть словно между двух стульев. Для кого-то какое-то время, может быть, и на двух работах, да, работать, но потом вы все равно как-то вы сделаете выбор. Вы будете все время с какими-то вариантами сталкиваться, когда я могу поступить так или поступить каким-то другим способом. Может быть, это будет касаться личной жизни тоже. Важно знать, то есть быть где-то готовым к тому, что вам придется в 2024 году часто принимать решения. Может быть, и придется быть тем самым магом, волшебником, алхимиком, чтобы правильно в двух каких-то направлениях увидеть свои возможности, правильно оценить, где-то просчитать, и потом действовать. Есть какая-то неспешность. У кого-то из вас могут проиграться еще и возможности, может быть, через личную жизнь, может быть, тоже придется определяться. У кого-то из вас, может быть, придется ставить какую-то точку, куда же я отправляюсь. Если был в плане переезд, вполне вероятно, вы планировали в одну куда-то страну или местность уезжать, а здесь какие-то новые варианты будут, и вы тоже будете словно на выборе. Вот это принятие решения, как по королю жезлов, мы сказали, харизматичный лидер. Он присел обдумать вообще. Он сначала обдумывает, потом действует. Он собирает информацию. К нему люди приносят эту информацию, потому что с ним хотят дружить. Видимо, для вас это будет важно. Словно через людей вам приходят какие-то как новости, и вы будете продумывать свои варианты, или много информации через людей приходит. Поэтому и к такой двойственности или выбору нужно быть готовым, что важно знать. Давайте мы еще одну карту достанем. И нам придется учиться все время, правда, может быть, чтобы определиться с чем-то, как по тройке пентаклей, изучение новой профессии, изучение нового дела. Может быть, у кого-то из вас в этот год будет сдача экзаменов, защита диплома. Эта карта не просто сдача экзамена по учебе, это еще и карта жизненного экзамена. И поэтому, правда, какой-то жизненный переход, когда нет уже прошлого. Оно уже закончилось. Оно у вас где-то, может быть, в 23-м году, вы где-то и сейчас можете чувствовать, что действительно мои какие-то позиции меняются, мои интересы меняются. Может быть, и окружение тоже где-то уже словно пространство, но само по себе изменяет вашу жизнь. И вам захочется как и перемен, как и новых возможностей, вот этого самого нового качества жизни, как по карте Солнца. У кого-то, может быть, получение прав водительских, оно буквально, что бы это ни было, повторюсь, мы сумеем как будто добавить в нашу копилку успеха, и это нам тоже принесет материальный какой-то эквивалент. Все равно, ведь это у нас пентакли, значит, и будет какой-то финансовый бонус от новых знаний полученных или каких-то скиллов, да, или навыков. Давайте мы узнаем, что скрыто. Может быть, мы чего-то пока не видим. А знаете, вы правда будете на выборе. Вы будете не просто в выборе, вы будете просчитывать. Посмотрите, 7 кубков. Что скрыто? Ну, карта нам говорит, во-первых, не торопись.
уделяй время отдыху, чтобы твой выбор, он был такой более рациональный. И вы будете где-то и стараться быть таким рациональным человеком для того, чтобы с чем-то не просчитаться, потому что будет много возможностей, может быть, как говорят, глаза разбежались, да, и не знаешь, и одна сфера интересна, и вторая, и мне бы куда-то отправиться хотелось, может быть, совершить переезд, совершить куда-то путешествие, и вы будете на себя вот разные сферы деятельности примерять, видимо, сам по себе как выбор. Он будет у вас в центре внимания в течение всего года, хоть в малом, хоть в большом. Но и помните, наверное, уставшие люди делают ошибки, поэтому для вас будет очень важен правильный отдых или режим труда и отдыха. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.